я думаю, все уже посмотрели нашумевший фильм от Netflix «Дьявол всегда здесь». И правда, мимо такого масштабного опуса, да с таким кастом пройти сложно. Но фильм примечателен не только самым звездным за последние годы актерским составом, но и занятной комбинацией сверхдраматичного сюжета и ироничного стиля повествования. Типа, ах, она такая милая, добрая, хорошая, и как же жаль, что ей хана. Ах, как жаль. А также эту кинокартину можно отнести к одному из новейших и ярчайших примеров такого явления в культуре, как южная готика. При слове готика у многих в сознании всплывают либо остроконечные замки, либо мрачные ребята в духе фильмов Тима Бертона. Однако где-то в промежутке между замками и мрачными ребятами зародилась такая штука, как готический роман, основополагающая роль в котором отведена романтизацией ощущения леденящего кровь ужаса и отчаяния, вызванного как вполне в самом деле реалиями человеческой жизни, как разлука, смерть, несчастный случай, шантаж и другие формы морального насилия, так и вмешательством потусторонних сил. Истории о призраках и всяких монстрах как раз оттуда. Литература южной готики зародилась в южных штатах США на основе классического готического романа, привнеся в него свой локальный колорит тлена и безысходности в виде нищеты, расизма, разврата, религиозного фанатизма и прочих помешательств и в целом беспросветного упадка на фоне жарких южноамериканских захолустий и болот. И вуду, не забываем про вуду, это же визитная карточка южных штатов, равно как весь остальной местный фольклор. Интересный момент заключается в том, что фильмы южной готики не могут считаться полновесным жанром. Это скорее определенный набор черт, упомянутых ранее, которые могут встречаться как в остросоциальных драмах, так и в остросюжетных боевиках. Разве что южно-готическую комедию вы вряд ли найдете, потому что не смешно. В южно-готических фильмах все должны страдать. Кто-то больше, кто-то меньше. Однако меня, и подозреваю, что тебя, мой дорогой зритель, больше всего интересует фильмы ужасов, триллеры и детективы. Так что, чего же мы ждем? Погнали смотреть кино! Самый наглядный пример южно-готической истории, уже ставшей культовой классикой хоррора. Это история о милой молодой девушке в исполнении белокурой Кейт Хадсон, которая нанимается сиделкой к одному пожилому человеку. Работа не пыльная, прибыльная, тем более главная героиня имеет богатый опыт работы и искреннее желание помочь. Дом, где ей предстоит работать, находится в Южном штате, а это важно, и на этом акцентируют внимание аж несколько раз. Также обратите внимание на архитектуру, подобные дома вы сегодня встретите не единожды. Так вот, далее по закону жанра начинают происходить странности. Хозяйка дома ведет себя подозрительно, парализованный старик умудряется вести себя пугающе. И вскоре главная героиня оказывается вовлеченной в опасную игру или даже, можно сказать, аферу, выпутаться из которой будет крайне сложно. Полный загадок фильм с концовкой в лучших традициях детективных триллеров оставит в легком недоумении. Это я вам гарантирую. Здесь мы можем с вами наблюдать эффектный симбиоз нуара и южной готики. А еще молодого и красивого хирурга в роли детектива, которого нанимает некий Лу Сайфер в исполнении колоритного Роберта Де Ниро, для поиска человека, который исчез много лет назад, задолжав инфернальному Сайферу кое-что. Детектив, не почуяв никакого подвоха ни во внешнем виде своего клиента, ни в странном запросе еще на раннем этапе, с головой уходит в работу. В ходе расследования, которое приводит главного героя из нуарного Нью-Йорка в южно-готическое захолустье, один за другим мрут важные свидетели, а главного героя начинают накрывать странные кровавые видения. Этот потрясающе атмосферный и неспешный триллер – один из тех случаев, когда вы вряд ли догадаетесь, кто убийца. Ну и как бонус для барышень, Микки Рурк на заре своей кинокарьеры мастерски снимался в эротических сценах. И режиссеры с радостью этот его талант эксплуатировали, и этот фильм не исключение.
Помним, да, что южная готика зародилась как поджанр литературы. И отсюда мы имеем несколько добротных экранизаций южно-готических классиков. И вот одна из них, прямиком из 60-х годов. Это история о женщине по имени, правильно, Шарлотта, живущей в старом фамильном поместье, где почти 40 лет назад во время грандиозного торжества был зверски убит ее возлюбленный. Ужасные воспоминания все эти годы преследовали женщину, а с приездом сестры состояние Шарлотты усугубилось галлюцинациями. И вот перед вами концентрированное безумие в монохромных тонах и несколько страшных скелетов в шкафу, которые будут доставаться постепенно, закручивая интригу до предела. А еще это же детектив, и у вас будет где-то 4 варианта того, кто же так жестоко расправился с женихом главной героини. Вот ни за что не догадаетесь, как зовут главную героиню фильма. Фильма, к слову, достойнейшего продолжателя ключа от всех дверей по всем параметрам. Я даже думаю, что постулат Чем добрее ты и душевнее, тем больше жесть тебя поджидает в этом беспощадном мире. можно смело включать в список важных атрибутов южно-готических историй. Джезабель находит в комнате покойной матери видеокассеты. На них оказываются видеообращения от матери, которые она записывала, когда была жива и беременна. И это было мило и трогательно до тех пор, пока отец Джезабель не пришел в ярость и не уничтожил все кассеты. И параллельно девушка начала чувствовать, что в доме кроме отца есть кто-то еще. Все усложняется тем, что Джезабель после аварии прикована к инвалидному креслу. И девушка еще не подозревает, что авария была лишь началом тяжелейших испытаний, выпавших на ее долю. Но вначале, конечно же, будут приключения, цель которых – понять, что же за тайну пытался скрыть от Джезабель ее отец. Еще одна монохромная экранизация, и на этот раз классика и певца южной готики Теннесси Уильямса. Эта необычная детективная история с легендарной Элизабет Тейлор в главной роли начинается с того, что одна влиятельная женщина требует доктора-нейрохирурга провести страшную операцию – лоботомию. Но не ей, а ее племяннице. За щедрое вознаграждение, естественно. Но, пообщавшись с племянницей, доктор чует подвох, поскольку видно, что племянница совершенно адекватна и абсолютно вменяема. Однако, память девушки хранит какую-то страшную тайну, и очевидно, что родная тетя хочет скорее сделать так, чтобы эта тайна никогда не стала достоянием общественности. И перед доктором возникает дилемма – помочь больнице с финансированием или же поступить согласно клятве Гиппократа. В те годы Голливуд только начал исследовать рамки дозволенного в изображении разного рода нетривиальных тем, поэтому, на мой взгляд, кульминация фильма вышла гораздо менее шокирующей, чем в литературном оригинале.